Всем привет-привет! С вами домашний любитель маникюра Елена. В этом видео я покажу один из вариантов, как можно продлить жизнь маникюра. С этим дизайном я хожу 2 недели, он мне безумно нравится. Нет ни единой отслойки, все на месте, за исключением отросшего материала, немного потрепанной кутикулы и загрубелых боковых валиков. Но я считаю, что это не проблема, будем освежать покрытие. Первым делом я беру тоненькую керамическую фрезу и тщательно прочищаю материал под ноготками. Спиливаю старый топ, грязь, пыль, которая забилась в отросший свой ноготь. Работаю аккуратно, нам ни в коем случае не нужно спилить что-то лишнее. В конце я обязательно перекрою опять снизу топом. Я считаю, что это не только выглядит более эстетично, но и продлевает жизнь покрытию. Девочки, напишите в комментариях, кто так же считает, или я делаю лишнее телодвижение и это только расход материала. Мне очень важно ваше мнение. Далее беру пилочку и, не стесняясь, прохожусь по свободному краю. Подравниваю параллели, чтобы ноготки у меня были ровные, тоненькие. Длину оставляю, она меня пока полностью устраивает и не мешает. Апельсиновой палочкой отодвигаю кутикулу. Маникюр я буду делать с помощью ремувера. Мне очень понравился такой экспресс-маникюр. Наношу ремувер по капельке на каждый ноготок. Распределяю его под кутикулу по боковым валикам. Выдерживаю рекомендованные от 2 до 4 минут. И вычищаю птериги той же самой апельсиновой палочкой. Весь процесс показывать не буду, может, кому неприятна такая картина. Кутикулу срезаю на левой руке ножничками, на правой срезала кусачками. Мне так удобней. Ремувер поработал на славу, и с кутикулой я разобралась на раз-два. Но и это еще не все. Беру пилочку и самой мягкой стороной зашлифовываю боковые валики. Прохожусь по срезу и также не забываю про отросший ноготок. Его обязательно нужно зашлифовать для лучшей сцепки материала с ногтем. В конце маникюра нужно обязательно нейтрализовать ремувер. Я сходила, помыла руки с мылом на 2 раза и обезжириваю спиртом. Какая прелесть получилась! Так как у нас площадь нанесения базы небольшая, я выставляю капельку на палитру. Это у меня файлик, я его обрезала и в середину положила кусочек салфетки, просто для фона. Хочу показать, как я реанимирую свои кисти. Просто у кого-то кривые руки, видно в спешке закрыла кисти колпачком и деформировала их.
Я взяла стакан с кипятком и опускаю кисть в него буквально на несколько секунд. Красотка прямо на глазах принимает свою форму, чему я безумно рада. Проделываю также несколько раз. Аккуратно обмакиваю салфетку. Покажу еще один шикарный экземпляр. Бедненькая ее как будто час била током. Проделываю с ней то же самое. Также аккуратно обмакиваю ее о салфетку, придаю пальчиками форму и вуаля, она готова мне еще послужить. Итак, вернемся к маникюру. Тоненькой кисточкой аккуратно промазываю отросшую часть ноготка. Делаю по 2 пальца и просушиваю несколько секунд. Далее беру гель, которым делала укрепление, и промазываю поверх базы. Также захожу на старое покрытие. У меня задача выровнять покрытие, скрыть отросший ноготок. Делаю все максимально аккуратно, чтобы не было затеков. В ногтях со стемпингом решила выложить стразы. Я их очень давно не использовала в дизайнах, а здесь они показались прям к месту. Крепить я их буду на тот же гель. Выкладывать их можно как душе угодно. Я решила средний размер выложить посередине, а по краям установить стразы поменьше. Здесь Трайзна решила поиграть со мной, никак не хотела цепляться. Хорошо, что вы не слышали все, что я о ней думаю. Сушим. Взяла бульонки, они у меня металлические, смешала их с базой и выкладываю в стык со стразами. Это дополняет общую композицию и дополнительно закрепляет стразы.
Ну вот, обе ручки готовы. Осталось только перекрыть все топом и с удовольствием ходить с обновленным маникюром еще как минимум неделю. Мои хорошие, кому мой вариант экспресс маникюра понравился, ставьте пальчик вверх. А если поделитесь в комментариях своими секретиками, как вы продлеваете носкость маникюра без снятия, я буду безмерно благодарна. Мне важен ваш опыт. А гостям канала предлагаю остаться со мной и не забывать подписаться. Всем красивых ноготков. Всем пока-пока.